Я сейчас в Ашан-Сити, в торговом центре Капитолий, метро Беляева. Ну, тут совсем мало раскрасок. Прошу прощения, тут просто все толкаются, и я так быстро-быстро листаю. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Мне сегодня хочется пораскрашивать как по номерам, так и просто что-то карандашами, возможно, или акварелью. Но начну я для разминки, так сказать, с цветового квеста «Мир животных». Вообще я здесь крашу в основном маркерами, ну что-то там только если пиксельное фломастерами. Ну и вот эту я решила иллюстрацию, скорее всего, вот да, раскрасить фломастерами. Мне показалось, что тут все-таки будет лучше, потому что здесь как мозаика, и ну, маркеры будут растекаться. Конечно, сверху вот это вот все можно будет в случае чего прокрасить, ну, каким-то еще маркером типа металлик, который не расплывется, может быть гелевой ручкой, ну, что-то такое придумать. Но все-таки я решила вот именно фломастеры использовать. В этот раз я буду использовать фломастеры, во-первых, Carioca Joy, Big Kids, Ашан с птичкой, ну или каждый день, они сейчас, в общем-то, едино все. Потом Big Visa, Bruno Visconti, Happy Color, Ашан с птичкой, набор 36 или 50 цветов, и Muppet Jungle. Вот. Все, в общем-то, фломастеры хорошие. Надеюсь, никакие не подведут, но если что, я думаю, легко найду замену, и тут это вообще, скорее всего, будет не критично. Поэтому сейчас я пораскрашиваю на камеру. Берите тоже что-нибудь, какую-то раскраску, карандаши, фломастеры, и давайте пораскрашиваем вместе. Надеюсь, что получится более-менее аккуратно. Хотелось бы, так как вот именно такие иллюстрации я очень-очень люблю. Ну, вот пока что начало вроде как нормально. Начинаю по порядку с номера 1 и буду по чуть-чуть красить. Ну вот уже плюс то, что пишущий узел здесь везде тоненький почти и удобно обводить. Ну и фрагменты не маленькие, не большие, так что в теории в большинстве случаев их будет удобно закрашивать. Конечно, работы еще всегда обычно эффектные получаются. Ну и вот этот хорошо здесь ложится в целом. Ну вот где-то так придется, конечно. Потому что более длинные штрихи сделать можно, но так не ровен час и за контур зайти. Поэтому я тут побаиваюсь. Красивый оттенок. Ну и здесь. Хотя если такими темпами пойду, то задействую при раскрашивании на камеру несколько оттенков только. Так, ну давайте желтый. Тоже хорошо напитан, никаких претензий к фломастеру. И очень здесь ими приятно красить. Ну, правда, на желтом обычные косяки не видны. Единственное, что можно где-то что-то не прокрасить, и потом при определенном освещении видно. А так, конечно, каких-то полос,
желтый все это каким-то образом скрывает, мне кажется. Бордовый. Вот здесь все, конечно, не совпадает. Я в первый момент заморочилась, стала все перебирать, а потом подумала, ну, блин, на самом деле-то нам только предлагают. Вот столько я раскрасила. Ну, я в течение там дня буду продолжать раскрашивать, хотя, честно, хочется сесть и все сразу, потому что мне нравится и вот в таком стиле раскрашивать, и фломастеры здесь очень хорошо ложатся. Прям с удовольствием идет процесс, и, как видите, они здесь не полосят как таковые, то есть все достаточно прилично получается. Но я все-таки хочу еще приступить к другой раскраске, поэтому это я буду уже между всякими другими делами раскрашивать. И сейчас покажу, что еще сегодня я планирую. А я планирую дневные грезы Ханны Карлсон. Пока выбираю, что раскрасить. В принципе, продолжаю я посматривать на вот эту иллюстрацию. И даже, наверное, вероятнее бы всего ее раскрасить. С другой стороны, я хотела еще пройтись по разворотам каким-то незаконченным, например, как вот этот. Ну, точнее, это две отдельные, естественно, иллюстрации, но я имею в виду, что чтобы были такие развороты, а уже потом начать сначала, ну, по порядку. Ну, вот я сейчас подумаю, потому что, например, если раскрашивать вот эту иллюстрацию, то в теории, ну вот, в виде листочки, цветочки, хочется это сделать банально. Зеленое, там, какое-нибудь фиолетовое, или нежно-розовое, сиреневое. А с другой стороны, может быть, что-то в одной цветовой палитре сделать. Но это надо подумать. И сейчас я еще посмотрю. Есть еще вот такая иллюстрация. Но, честно скажу, мне вот прям не хочется пока ее красить. Здесь уже разворот сделан в том месяце. Сейчас будем смотреть, что есть еще. Здесь тоже разворот. Но это вы все видели. Это разворот. Проверим, где еще что. Здесь тоже все раскрашено. Вот. Так что сейчас надо выбирать. Вот еще можно, в принципе, пораскрашивать. Грибы мне красить нравится. Цветы, в принципе, тоже. В общем, сейчас я подумаю и скажу, что же я выбрала. Наверное, все-таки я выберу вот эту иллюстрацию. Я так уже представляю, как буду раскрашивать. Это я тут ушастику по шее слегка дала, чтобы не скандалил. В общем, я примерно представляю, как это будет выглядеть. И я сейчас подберу карандаши, но, наверное, пока что пораскрашиваю еще брутфунерами, а может быть и дервенты возьму, не знаю. В общем, сейчас вы все увидите. Подобрала карандаши уже вот из брутфунеров квадратных. Здесь у меня 64 номер, 65. Ну, я ориентировалась не по номерам, а по выкраске, что с чем. Но я как бы уже представляла себе нежные оттенки. Дальше 67 идет, 69, 13, 71,
70-й, 100-й и 74-й. Правда, доставала из коробки я их совсем в другой последовательности, и в той самой последовательности я сделала фотку, выложила в Инстаграм, поэтому, кому интересно, можно посмотреть. А уже сейчас я их вот в таком порядке разложила, как примерно буду раскрашивать. Ну и, соответственно, этот процесс вы сейчас увидите на камеру, ну, немножко. Вот, потом покажу вам какой-то промежуточный итог, как всегда, ну а результаты в конце месяца. Приятного вам просмотра, не переключайтесь, оставайтесь со мной. Начну с этих листочков, они мне больше всего нравятся. Посмотрим, что из этой затеи выйдет. Я, конечно, некоторыми из этих карандашей уже как-то раскрашивала, но в основном я так стараюсь при каждом раскрашивании все-таки хоть как-то другие цвета выбирать, чтобы посмотреть, что с чем будет лучше смотреться. Ну, чтобы все-таки вроде все было плавно, гладко, и все-таки, тем не менее, используя 3 карандаша, хотелось бы, чтобы все эти переходы были видны как-то. Ну, в целом пока нравится. Вообще я прям очень довольна этим набором, потому что тут есть оттенки, которых вообще, ну вот кроме призм, нигде особо нет. И я по ним с детства соскучилась. Хотя у меня, правда, были в детстве прям огромные тоже большие наборы. Родители доставали, и бабушка, но как бы вот. Ну да, и там вот такие цвета попадались редкие. Но только они были круглые карандаши, это я точно помню. Ну, наверняка были какие-то, да, китайские, скорее всего. Насчет, правда, качества я не помню. Потому что, да, я раскрашивала иногда, но как-то не фанатела. Прям так, чтобы сильно. Хотя выбор в плане иллюстраций всегда был. У меня была такая толстая раскраска формата А4, она у многих, в принципе, была. Там всякие из мультфильмов персонажи. Такая толстая-толстая. Обложка была мягкой, но такой добротный картон. По-моему, она была глянцевой. Насколько я помню. Вот это сочетание, кстати, неплохое. Я думала, как сюда серый впишется. Вернее, как он сам по себе-то вписывается. А серый совсем сочетается. Но как он будет в составе не одного какого-то цвета, а 2, это было непонятно, но хорошо. Прям нежнятина. В процессе раскрашивания и, как обещала, показываю промежуточный результат. Ну, у меня, как правило, всегда я так минут 10 раскрашиваю на камеру, потом, естественно, ужимаю все это. Ну и еще минут 10-15, ну, бывает 20, могу не на камеру пораскрашивать и потом показываю. Вот эти листочки, я когда начала красить, мне показалось, конечно, что что-то я не те цвета подобрала, но в итоге на самом деле мне понравилось. Ну, я почему-то вижу эту иллюстрацию именно вот в таких нежных оттенках. Нет, можно было и по-другому сделать, но мне хочется вот чего-то такого. Хотя вообще я когда вот принимала решение, что буду красить эту иллюстрацию, я сначала видела ее в осенних оттенках, но таких вот более ярких. Но что-то потом вот перешла в такое, и мне в целом нравится. Но как будет дальше, не знаю. Может быть, я даже еще возьму какие-то цвета
Ну, хотя, в принципе, здесь, не знаю, посмотрим. Потому что вот эти листики еще не решила, чем красить. Так что буду смотреть. Ладно, это видео я завершаю. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.